的吸收了。这是狼源的魂骨，是鹏。没想到宇浩为了冬儿连命都不要。霍雨浩就算醒来。Хо Юйхао и Ван Цюэр наконец добрались к источнику льда и огня. По пути не обошлось без трудностей, да и еще 100-тысячелетний цветок напал на них. Как же они справятся с этим опасным огненным врагом? Честно говоря, объяснение болезни Ван Дунер в серии было настоящей бессмыслицей. Это опять изменение сюжета, и причина болезни Ван Дунер связана с ее кольцами и печатью в духовном море. Хотя, согласно оригиналу, это выдумка Тансана, своего рода испытание для Хо Юйхао. В книге действительно все более-менее правдоподобно звучит. В письме Тансан указал причину, связанную с ранним пробуждением двух духов Ван Дунер. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. А также, ребята, автор канала сейчас занят важным делом, связанным с больницей, и не может озвучивать видео, поэтому в этом ролике другой голос. Пожалуйста, поддержите лайком и комментарием, это будет лучшая помощь от вас. Студия меняет и вертит сюжет как хотит, но вы, ребята, подписчики YouTube канала и все зрители молодцы, потому что в курсе, как все должно быть. Смотря эти видео, вы знаете оригинальное произведение, и, честно сказать, там будет логичнее и правдоподобнее. Просто подумайте, ну какая болезнь может быть у дочери бога короля Тансана? Хо Юйхао и Ван Цюэр сражаются с огненным духом растением, однако он в итоге оказался добрым и не стал вредить им. Хо Юйхао попросил у растения книгу, спрятанную Тансаном в этом месте. Бессмертный шелк действительно вспомнил Тансана, который оставил книгу 10 тысяч лет назад, и сообщил, что она может быть передана только его потомку или достойному. Однако передача книги была сопряжена с испытанием, и Хо Юйхао должен был доказать, что достоин. Следующая серия будет очень интересной. Хо Юйхао не только съел ядовитую траву и почти умер, но также успешно пробудил уникальные глаза семьи Дай. Цветок предложил опасное испытание – съесть определенную траву, которая либо подтвердит, что Юйхао является потомком того человека, либо убьет его, если это не так. Ван Цюэр, понимая опасность, пыталась отговорить Юйхао от такого риска, но он был уверен, что у него есть хотя бы 50% шансов на успех. Для него спасение Ван Дунер было приоритетом. На самом деле это растение, что Хо Юйхао должен съесть, не было ядовитым, а скорее настоящим сокровищем. Испытание было создано для проверки человеческих качеств Хо Юйхао. Готов ли он рисковать своей жизнью ради других? Ради спасения Ван Дунер Хо Юйхао был готов на все. Игнорируя протесты Ван Цюэр, он съел растение, которое дал ему бессмертный шелк. Это была голубовато-зеленая трава с капельками, напоминающими утреннюю росу. Хо Юйхао понятия не имел, что это за растение, но оно должно быть смертельно опасным. Как только Хо Юйхао проглотил его, он сел в позу лотоса и ждал изменений. Некая мощная сила начала распространяться не по меридианам, как его духовная сила, а по венам вместе с кровью. Эта трава целенаправленно воздействовала на его боевой дух, духовные глаза. Интересно, что это же растение было использовано Тансаном в первой части, чтобы улучшить его фиолетовое око. Оно способно увеличить духовные способности и зрение. Хо Юйхао также ощутил его эффект, и благодаря своему духовному глазу результат превзошел все ожидания. Это привело ко второму пробуждению его боевого духа, даровав ему двойной зрачок-символ рода Белого Тигра. Из 4 сфер фиолетового ока глаза Хо Юйхао уже достигли 3-й сферы. Его зрачки изначально были чисто черного цвета, но теперь казалось, что внутри них был еще один зрачок. Этот зрачок был фиолетовым, и 2 зрачка в одном глазу стали фиолетовыми и золотыми, когда он высвободил свои духовные глаза. Теперь у него 4 зрачка. Это поликария, присущая родословной герцога Белого Тигра. Следующее испытание касалось силы. 100-тысячелетний цветок назначил Хо Юйхао противника – растение пылающий абрикос, находившееся рядом с горячим источником. Это был такой же могущественный растительный дух, способный создать огненного аватара, равного по силе Хо Юйхао. Благодаря своему боевому мастерству Хо Юйхао использовал силу холодного источника, и снежная императрица пробудилась, ее воспоминания и настоящее тело вернулись. Она взяла бой под контроль и победила огненного духа, но это причинило большой ущерб Хо Юйхао. Он был на грани смерти, но после успешного завершения испытаний получил книгу, оставленную Тансаном, трактат ядов секты Тан. Хо Юйхао прочитал ее и узнал множество секретов растений. После этого он наконец нашел нужное ему растение, убитое горем алое сердце. Однако, когда Хо Юйхао попытался использовать свою кровь, она замерзла из-за накопленного холода.
Он не мог поверить, что его единственная возможность спасти Ван Дунер может быть упущена из-за его замороженной крови. В отчаянии он побежал к огненному источнику, надеясь найти способ исправить ситуацию. Хо Юйхао бросился туда, игнорируя предупреждения Бессмертного Шелка и Ван Цюэр, которые пытались его остановить. Отчаявшись, он выпил горячей воды из источника и, наконец, пролил горячую кровь, завоевав признание растения. Однако вода из источника серьезно повредила его тело, и он оказался на грани смерти. Его повреждения слишком серьезны, вода из источника обожгла его внутренности, и он истекал кровью. Ван Цюэр рухнула на землю, и по ее лицу потекли слезы. Ван Цюэр, тронутая его самоотверженностью, полюбила его и пожертвовала своей кровью, чтобы спасти ему жизнь. Когда они вернулись в Академию Шрека, все увидели Ван Цюэр, которая несла Хо Юйхао на своей спине. Товарищи из 7 монстров, включая Бэй-Бэй и Сюй Саньши, окружили ее. Хо Юйхао выглядел ужасно. Он был одет не в свою одежду, его руки были перемотаны, но на лице была довольная улыбка. Состояние Хо Юйхао было критическим, и даже лучшие целители могли лишь поддерживать его жизнь. Ван Дунер, находящаяся без сознания, казалось, услышала это. В уголках его глаз появились слезы. Когда монстры Шрека пытались выяснить, что произошло, Ван Цюэр упорно молчала, настаивая на том, что поговорит только с Ван Дунер. Стало понятно, что все вокруг считали, будто Хо Юйхао сбежал с Ван Цюэр. Однако она с гневом отвергла эти подозрения и поведала, что за последние 10 дней Хо Юйхао несколько раз был на грани смерти, пытаясь спасти Ван Дунер. Она рассказала, что Хо Юйхао рисковал жизнью, чтобы найти редкое растение, которое могло исцелить Ван Дунер. Она описала, как Хо Юйхао был тяжело ранен во время этого процесса, его руки были обожжены, а внутренние органы повреждены. Все это время он думал только о спасении Ван Дунер, все были шокированы. Ван Цюэр передала Хо Юйхао в руки Ван Дунер и попросила заботиться о нем, поскольку его состояние было тяжелым и его полное выздоровление не гарантировалось. Из-за того, что он выпил из горячего источника Ян, его внутренние органы были сожжены, и он получил серьезные травмы. После осмотра старейшина Сюань считал, что даже если он поправится, Хо Юйхао может стать калекой. Ван Дунер была убита горем. Она выплюнула кровь, и несколько капель попало на траву, убитое горем Аалоэ сердце. Оно слегка качнулось и впитало несколько капель свежей крови. После этого от цветка излучилось тусклое красное свечение, которое образовало 2 кольца в воздухе, что обвились над Хо Юйхао и Ван Дунер. Помимо этого, из травы высвободилось странное намерение. Оно примерно означало «вместе через жизнь и смерть». Контракт любви. Если умрет один, оба умрут вместе. Жизнь этих влюбленных будет связана, не будет никакого расставания, и их любовь продлится вечность. В этот момент Ван Дунер заключила необычный контракт с Хо Юйхао, свидетелем которого выступал Небесный Цветок. Что же будет с Хо Юйхао? Поправится ли он? Очень интересно. Рассмотрим в будущих видео. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.